Привет, друзья! Кто-нибудь не ел в жизни гороховый суп? Тогда смотрите. Начинать готовить гороховый суп надо часов за 10-12, потому что именно на это время сухой горох нужно залить водой и оставить, например, на ночь. Тогда горох не будет негативно влиять на организм. К тому же он в воде размягчится и будет легче вариться. Вода должна полностью покрыть горох в чашке. После этого горох нужно прополоснуть в чистой воде и поставить его вариться на медленном огне. При этом после закипания его желательно время от времени мешать ложкой или деревянной лопаткой. Воды я изначально налил 5 стаканов, то есть около 1 литра. У меня необычный гороховый суп, а с копчеными ребрышками. Их я делю на небольшие куски и ставлю вариться в отдельной кастрюле. Ребра варить нужно долго, а чтобы за это время вода не выкипела, ее нужно налить не менее половины кастрюли. Пока варится мясо, я размешиваю горох в другой кастрюле и проверяю степень готовности. И кроме того, я снимаю накопившуюся пену. А тем, кто смотрит этот ролик и не подписан на мой канал, рекомендую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Степень готовности ребрышек можно проверить кончиком ножа или вилкой. Пусть варится, пока не станет совсем мягким. Горох сварился, его нужно процедить через дуршлаг. Затем гороху нужно дать немного остыть, чтобы его можно было измельчать блендером, не повредив при этом его ножи. Пока горох остывает, я нарезаю мелким кубиком 2 картошки и отправляю их вариться в процеженный гороховый бульон. Время варки о картошке около 20 минут. Сварившиеся ребра вынимаю из кастрюли и даю чуть остыть. Бульон из-под них не пригоден в пищу, я его вылил. С остывших после варки ребрышек я отделяю мясо, при этом верхнюю пленку выбрасываю. Она жуется плохо и лучше ее не использовать в этом супе. Если ребрышки отварились хорошо, то мясо от кости отделяется очень легко при помощи рук или с использованием ножа. Затем мясо надо немного измельчить, опять же ножом. Остывший горох я перекладываю в чашку блендера и измельчаю его до кашеобразного состояния. До эпохи блендеров эту процедуру делали вручную при помощи приспособлений для приготовления картофельного пюре. Но мы давно уже живем в другую эпоху, поэтому по возможности максимально пользуемся плодами технического прогресса. Одну среднюю луковицу я измельчаю безо всякого технического прогресса и, смешав ее с тертой морковкой, отправляю в разогретую сковороду пассероваться на растительном и сливочном масле, чтобы суп был ароматным. Соотношение масел выбирается на свой вкус, можно и вовсе на каком-то одном масле жарить овощи. В бульон, где варится картошка, я добавляю еще 1 литр кипятка, доводя таким образом количество жидкости до нужного мне объема, исходя еще из размера кастрюли и нужной мне консистенции супа. Теперь добавляю к уже сварившейся картошке отделенное от костей мясо, пробитый в блендере горох и, продолжая пассеровать в сковороде лук с морковкой, я уже практически не отхожу от плиты, постоянно помешивая плоской деревянной лопаткой горох на дне кастрюли, чтобы он ни в коем случае не прилип и не пригорел.
тогда суп будет безнадежно испорчен. Горох при помешивании нужно как бы соскребать с дна кастрюли. Да, это момент сложный и ответственный, а я и не обещал, что это просто простое блюдо. Но усилия того стоят. На этом этапе я добавляю соль где-то половину столовой ложки. Снова размешиваю суп лопаткой и пробую его. Соли маловато, поэтому довожу до нужной кондиции по своему вкусу. Теперь можно добавить и перец, опять же по своему вкусу. Суп практически готов, остается его сдобрить рубленой свежей зеленью, петрушки и укропа. А кто любит кинзу, то можно и ее добавить. Большую часть зелени я кладу в кастрюлю, а где-то 1 столовую ложку ее оставляю для добавления в суп уже при подаче. Последние 5 минут кипения с обязательным перемешиванием супа. И кастрюлю снимаю с огня. И пока дно кастрюли еще горячее, продолжаю мешать суп лопаткой еще пару минут. Лучше всего гороховый суп есть с мелкими домашними поджаристыми сухариками. И, как я уже говорил, добавляю свежую зелень, петрушки с укропом. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайки, если рецепт понравился. Обязательно пишите комментарии. Делитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч!